Я думаю, надо ставить нас. X. Так, демонстрация экрана. Делаем. Так, мы сейчас в чат поставим эту штучку. Видно ли всем презентацию? Слышно ли всем меня? Всем презентация видна, товарищи студенты? Я вам написал ссылку на YouTube-канал, самое верхнее сообщение в чате. Это предыдущая тема о коре головного мозга. Ссылочку на YouTube себе копируете. Тот, кто не успел, тот, кто не пришел, хочет посмотреть второй раз, заходите на эту ссылку и смотрите на канале данную лекцию, а также все они в открытом режиме. Все, что я прочитал на данный день, все уже видео всех лекций уже выложено. Так что, пожалуйста, ссылки копируйте. Тема следующей лекции – периферические заболевания нервной системы, черепно-мозговые нервы, нейропатии и, может быть, я начну тему вертеброгенные заболевания, если нам будет позволять время, потому что по времени мы должны в 17:30 закончить данную лекцию в Zoom-канале. Итак, международная классификация 10-го пересмотра МКБ-10 мы можем встретить термины невропатия, радикулопатия, невралгия, множественный неврит. Отечественная классификация в 1984 году Антоновым предлагала, кроме невритов и нейропатии отдельных нервов, предлагала следующие варианты. Вертеброгенные поражения, они же радикулиты, невропатия отдельных черепных нервов, туннельные синдромы, полирадикулоневриты, например, полирадикулоневрит Гиена-Барре, инфекционные ганглионевриты, токсические дисметаболические полиневриты и полинейропатии. Клинически, так как это перерезка нерва, то есть от альфа-мотонейрона не поступает иннервация на мышцу, которая должна быть иннервирована, соответственно, мышца не будет двигаться, возникает парез или эпиплегия. Также альфа-мотонейрон, когда мы все спим, мышцы не худеют, потому что альфа-мотонейрон передает так называемые трофические субпороговые импульсы на мышцы, и они субпорогово, значит, невидимо глазу двигаются, и что позволяет мышцам постоянно поперечно-полосатой мускулатуре быть готовым к моментальному движению. Зачем сделала это природа? Дело в том, что хищники, ну, например, наши домашние животные, кошки, хищники, стоит раздаться какой-то громкий звук, кошка может из лежачего положения принять боевую стойку или отскочить на метр в сторону. Хотя, казалось бы, животное до этого спало, и разгон – это не Феррари, за 3 секунды до 100 километров кошка не разгоняется. Вот. Она должна бы проснуться, зевнуть, почесаться, подумать, и только потом
медленными шагами отойти на метр. Нет, кошка просто отпрыгивает внезапно. Это достигается до того, что поперечно-полосатая мускулатура всегда готова к движению как раз из-за трофических импульсов альфа-мотонейронов. И когда мы с вами спим, у нас мышцы не худеют, потому что представьте себе спортсменов, которые день занимаются, а за ночь эта мышца опять же худеет. И тогда никаких бодибилдеров не было бы, да? Приходилось бы им есть эти протеины в гораздо больших количествах. Итак, вот, если этих трофических влияний от альфа-мотонейрона на мышцу не поступает, соответственно, мышцы худеют. И мы с вами в клинике увидим сначала понижение тонуса мышц, мышца становится дряблой, а потом, когда это воздействие альфа-мотонейрона еще дольше продолжается, более месяца, более 3-4 месяцев, мышца худеет, возникают атрофии, то есть мышца становится меньше в размере. А также по смешанному нерву, который был поражен или поврежден, проходит чувствительные афферентные восходящие волокна от рецепторов в постцентральную извилину. Так вот, в том случае, если нерв перерезан, то в головной мозг подцентральная извилина, она не получит информации о раздражении иннервируемого участка кожи. То есть зона иннервации будет выдавать различные феномены чувствительные или будет выдавать анестезию или гипоэстезию. В случае феноменов это будет парэстезия, дизэстезия, гиперпатия и так далее. То, что проходили на теме чувствительности. Нейропатия, неуропатия, невропатия, неврит. В различные годы, в различных транслитерациях различных языков можно услышать различные произношения данного слова. Мы неврологи, но на английском языке neurology, невролог. Вот, поэтому в данное время старым считается термином неврит и невропатия, и сейчас считается более современным, более адекватно приближенным к английскому языку, это нейропатия. Это вторичное дегенеративное или демиелинизирующее поражение отдельных нервов, которое может вызываться интоксикацией, ну, например, ртутная интоксикация, свинцовая интоксикация, алкогольная интоксикация, обменные нарушения, сахарный диабет, авитаминоза группы В при, например, апластическом гастрите, неопластическими процессами. При раковой интоксикации полинейропатии зачастую появляются. Мало того, есть лекарственные полинейропатии, например, при всем известном кальциевом блокаторе амлодипине. И, естественно, если мы говорили об неопластике, различные лечения, препараты, которые используются в лечении неопластических процессов, химиотерапевтические препараты, там зачастую тоже осложнение полинейропатии. Некоторые наследственные заболевания, ну, например, Шарко-Мари, отчасти можно увидеть полиневротические расстройства, коллагенозы и, естественно, сам Бог велел травму. Невралгия. Нерв может выдавать патологию, проявляться его патология болью различного вида, например, такой чувствительный нерв, как тройничный, у него основным симптомом, конечно, будет поражение его чувствительных порций, чувствительных волокон, и при поражении данного нерва пациент будет жаловаться на все виды нейропатических болезней. Невралгия, она всегда приступообразна, она не постоянная. Если пациент придет с жалобой, что у него монотонная боль в лице в течение 3 суток, конечно же, мы не будем думать, что это невралгия тройничного нерва. Если он скажет, что это приступообразная по несколько минут со всеми нейропатическими феноменами, например, стреляющая, жгущая, то тогда мы, конечно, будем думать, что это, скорее всего, невропатия нерва, а, например, не гайморит или не какое-то заболевание адентогенное. Мультиневропатия, поражение нескольких нервов, характерно для инфекционного процесса.
Полинейропатия выглядит как дистальное поражение нервов по типу носков, по типу перчаток, или если процесс продолжает действовать, патологический процесс действует на дистальные окончания нервов, то уже появляются не носки, появляются гетры, гольфы, чулки, колготки и перчатки или высокие длинные перчатки. Почему полиневропатия возникает именно так в дистальных окончаниях? Дело в том, что аксон, а это именно аксон, то есть вы помните, что чувствительная клетка находится, первая двигательного пути находится, псевдоуниполярный нейрон находится в спинальном ганглии. Вот, она находится на удалении от рецептора. Так вот, питание всего этого длинного выроста нервной клетки, из которой находится в спинномозговом ганглии, питание этой клетки осуществляется аксональным транспортом. И, естественно, в случае неблагоприятных условий, ну, например, микроангиопатия при диабете или различные виды интоксикации, раковая или алкогольная, то самые дистальные, самые дальние участки от тела клетки будут страдать первыми. И поэтому мы видим с вами именно дистальную полинейропатию. В случае повреждения различных нервов, а именно их туннельных синдромов, сдавления черепно-мозговых нервов, а их именно 12, мы будем видеть определенную картину. В топических учебниках, которые вы будете брать в библиотеке, изучать в случае сдачи экзаменов, или если вы были своим предметом неврологию, то есть данные таблицы, где указано, где находится ядро черепно-мозгового нерва. Соответственно, мы можем найти тот фактор, который его сдавливает, или какие рядом образования, чтобы найти симптоматику, которая может быть симптоматикой плюс, может нам определиться с топическим диагнозом название этой пары, что этот нерв смешанный или только двигательный, или, например, только чувствительный, какие мышцы он иннервирует и какие движения органов от него зависят, и какие железы секреций он тоже иннервирует, какой получается эффект. Первая пара или нервус ольфакториус, первый из черепных, отвечает за обонятельную чувствительность, который первый стал поражаться при COVID-19. Это было практически патогномоничным симптомом. Без анализов человек, внезапно потерявший обоняние, без атрофического ринита, без химического ожога слизистой верхних дыхательных путей, в том числе носовых хан, получал расстройство в виде анасмии, да, то есть запахи никакие не ощущались. Это вот принес нам знание, что вот именно избирательная демиелинизация именно первой пары или нервус ольфакториус. Второй нерв, зрительный нервус оптикус. От сетчатки, где находятся рецепторы, палочки и колбочки, с них рецепторные импульсы передаются по нервус оптикус, передаются далее до рецепторного центра, до коркового представительства зрительного анализатора, а именно до затылочных долей мозга, про которые мы говорили в прошлой лекции. Поражение нервус оптикус между глазным яблоком и хиазмой оптицы, которая находится перед турецким седлом, вызывает амавроз или слепоту. В случае сдавления хиазмы оптицы или зрительного перекреста в передней черепной ямы, сдавление различными агентами, ну, например, сдавление, как показано на левом рисунке, сдавление, например, аденомой гипофиза средней части хиазмы оптицы вызывает гемианопсию. Черной или слепой зоной, или невидимой зоной у пациента оказываются два поля зрения, которые у каждого глаза находятся с височной стороны. Поэтому это называется нарушение полей зрения
по половинчатому типу на разных сторонах, левая и правая, височной локализации. Или на латинском языке гораздо короче. Это будет гетеронимная битемпоральная гемианапсия. Как вы понимаете, на русском языке это было произносить гораздо дольше, чем гетеронимная разносторонняя, то есть на левом глазу слева, на правом справа. Гетеро разные, не везде слева, не везде справа, а на одном слева, на другом справа. Поэтому гетеро. Гетеронимная гемианапсия. Половинка не вижу. Битемпоральная, то есть бивисочная, двухвисочная слепота. В случае с поражением хиазма оптицы с латеральных сторон, с боков, со стороны черепной коробки у пациента будет наблюдаться биназальная гетеронимная гемианапсия. Это была вторая пара черепно-мозгового нерва. Также на рисунке вашему вниманию представлено то, что мы сейчас с вами говорили по поводу рисунка А, это амавроз на один глаз. Б, мы с вами рассматривали битемпоральную гемианапсию или сдавление, чаще всего растущей аденомы гипофиза, что может быть моносимптомом. При растущей аденоме гипофиза данные пациенты обращаются к окулисту, выявляются следующие нарушения полей зрения, а далее через невролога и МРТ он уже отправляется в сторону нейрохирургов, наших коллег, которые различными путями и очень удачно сохраняется и зрение, сохраняется головной мозг, все мыслительные процессы, удаляется аденома гипофиза, пациенты живут дальше с ненарушенными функциями. Лучевая терапия. В случае поражения, в том числе на лучистом венце, наблюдается поражение при локализующихся височной доли, различные виды квадрантных гемианапсий и поражение далее затылочной доли головного мозга. Третий окуломоториус отвечает за движение глаза внутрь, поднятие века и реакцию зрачка на свет. В случае поражения тройки, в случае поражения нерва третьего окуломоториус будет опущение века, птоз, расширение зрачка, мидриаз. И этот нерв управляет внутренней мышцей, которая, сжимаясь, двигает глаз к носу, внутри. Это движение невозможно, потому что мышца денервирована, поэтому оставшаяся здоровая иннервируемая латеральная мышца, не внутренняя, а латеральная, которая иннервируется отводящим абдуценсом, оттягивает глаз в сторону, и у пациента наблюдается расходящееся косоглазие. И, соответственно, он жалуется на сходящееся косоглазие, по-латински, косоглазие называется стробизм, и жалуется на двоение, которое по-латински называется диплопия. В случае локализации очага не в нерве, а в ядре нерва, рядом может быть поражаться пирамидные тракты, и на контралатеральной противоположной стороне мы можем заметить у пациента двигательные и чувствительные расстройства. То есть получается контралатеральный гемипарез и контралатеральный гемигипестезия. В том случае, если окуломоториус или третий нерв, например, справа, птоз, мидриаз и косоглазие расходящиеся на противоположный паралич, это будет поражение ствола мозга или перекрестный синдром, или по-латински альтернирующий синдром. По автору данный синдром, тройка плюс контралатеральный паралич, называется синдром Вебера. Альтернирующий стволовой синдром Вебера. На данных картиночках вы видите расстройство глазодвигательных нервов, когда мы пациенту
Предлагаем посмотреть прямо. На левом рисунке вы увидите расходящиеся косоглазие, расходящиеся. Глаз не может повернуться в сторону носа, так как мышца денервирована, и латеральная мышца, которая нервируется нервус абдуценс отводящим, отводит глаз в сторону височной кости. Получается расходящиеся. Ну и если поражен нерв полностью, то будет еще птоз и широкий зрачок. Расходящиеся, сразу же скажу, здесь здоровая мышца, нервируемая третьим нервом, перетягивает глаз, так как шестой абдуценс не работает. Вот вы здесь можете увидеть то же самое на пациенте. Подняты веки, потому что вот это веко парализовано, и широкий зрачок. Широкий зрачок, глаз в сторону правую, там, где работает абдуценс, поворачивается при просьбе пациента, нижняя фотография при просьбе пациента посмотреть налево. Значит, здесь работает абдуценс, здесь работает околомоториус, а правый глаз околомоториус не сработал, зрачок широкий, птоз есть, ставится диагноз нейропатия третьего нерва или альтернирующий синдром, если есть параличи. Вот так вот этот вот пациент выглядел, когда веко пассивно не поднималось рукой врача. Четвертый блоковый нервирует верхнюю косую мышцу, которая отводит глаз в бок и вниз. Тройничный пятый нерв. У него 3 ветки, которые нервируют, соответственно, 3 части лица, причем вторая ветка иннервирует, кроме щеки и фосса канина, собственно, откуда он сам выходит, вторая веточка, а он также иннервирует верхнюю челюсть. И пациент зачастую первым обращается к врачу-стоматологу, которому жалуется на стреляющие боли в челюсти. И определить, что это тройничный нерв, сразу же не представляется возможным, причем поражение данного нерва может быть одонтогенное, то есть причина воспаления в полости рта, и поэтому без санации первичного очага ни о каком лечении боли в нерве, конечно, быть не может. То есть тут может быть, конечно, и кроме одонтогенной причины, может быть еще причина гайморит. В случае заболевания гайморовой пазухи без лечения гнойника, который находится в пазухе, лечение неврита в зоне второй ветки, собственно, челюсти невозможно. Но в первую очередь, конечно, это обследование у лоростоматолога-хирурга, которые санируют очаг при его наличии или при его отсутствии, удостоверяют пациента, что очага нету, и тогда невропатолог может назначить уже лечение, которое убирает боль, потому что без санации очага невозможно. Это рисунок моих студентов, которые показывали эти нервы более детально. Тройничный нерв, кроме того, что он иннервирует кожу лица, слизистую оболочку носа, его пазух, ротовой полости, он еще иннервирует передние 2/3 языка. И, естественно, отвечает тоже за вкус. Зубы, десны, конъюнктиву глаза, жевательные мышцы. Это единственная, наверное, крупная мышца, которую можно проверить. Это массетер, вот, который нервируется тройничным нервом. Нерв смешанный, но преимущественно чувствительный. Мышцы дна ротовой полости, челюстно-подъязычная, передняя брюшко двубрюшный, напрягающий барабанную перепонку и небную занавеску. Поэтому при патологии тройничного нерва могут быть различные феномены слуховые у пациента. Пациент жалуется на довольно нестерпимые, неприятные, чаще стреляющие, острейшие боли в половине лица, которые все-таки локализуют, что это или нижняя челюсть, это или верхняя челюсть, или это только лоб.
Кроме медикаментозной терапии, которая осуществляется препаратами типа прегабалина, габапентиноидами и карбамазепина, в случае неудачной лекарственной терапии назначалось хирургическое лечение, денервация или спиртново-каиновые блокады в зону нерва для уничтожения данного нерва. Если мы с вами говорили о генезе невралгии второй ветки и третьей ветки тройничного нерва, то для первой ветки тройничного нерва классически является причиной только одна. Это герпес зостер и постгерпетические уже будут невралгические боли. Обычно герпес зостер пациент отметит в анамнезе, или они видны высыпаниями, или последствия высыпаний в виде пигментации кожи. Точно так же вторая и третья ветка могут наблюдаться после герпеса зостера, но чаще всего это первая ветка. У второй ветки есть причина со стороны зубов и гайморовых пазух. Шестая пара, мы уже вскользь о ней говорили, это отводящий нерв, который иннервирует латеральную прямую мышцу и отвечает за отведение глазного яблока к наружу. И мы видим вот здесь пациента, что у него сходящееся косоглазие, и пациент при взгляде впрямо, правый глаз не может смотреть прямо, он здоровый внутренний прямой при помощи третьего нерва оттянут к носу. А так как абдуценс не работает, латеральная моя мышца тоже, соответственно, денервирована и не может компенсировать работу третьего нерва. Седьмой нерв или лицевой нервус фациалис. Он иннервирует мимические мышцы лица. Также в составе лицевого нерва проходит промежуточный нерв, ответственный за иннервацию слезной железы, стременной мышцы и вкусовой чувствительности двух передних третей языка. Схема поражения лицевого нерва указана была на картинке. Клиническая картина зависит от уровня поражения лицевого нерва в канале лицевого нерва. В этом случае может быть сухость глаза и слезотечение, могут быть извращенные звуки в ухе, звуки воспринимаются как неприятные, может быть щелканье при повреждении нервус стапедиус. Ну и, конечно же, при поражении лицевого нерва, то, что мы с вами можем увидеть на экране, при просьбе пациента поднять брови на стороне заболевания, пациентка не сможет поднять бровь вверх, она не сможет зажмурить глаз. Этот глаз, не смыкающийся с щелью несмыкания в несколько миллиметров или полностью открытый глаз, называется заячий глаз или лагофтальм. При попытке улыбнуться здоровая мимическая мускулатура перетягивает мышцы лица больной стороны, перетягивает на здоровую сторону, и пациенту невозможно улыбаться, потому что возникает лицевая асимметрия. Здесь мы тоже видим пациентку, мы просим ее на этой картинке зажмурить глаза, левый глаз зажмуривает, правый нет, хотя щели вот этой вот при несмыкаемости век нет. При улыбнуться попытке носогубная складка сглажена справа или вообще не контурируется. Здесь мы тоже видим таких же пациентов и с лагофтальмом, и пациент, который не может надуть щеки, свистнуть, задуть свечу, не может улыбнуться. Мы с вами изучили различные виды косоглазий, которые происходят при патологии черепных нервов, самых частых. Точно так же поражаются нервы, их моторная и чувствительная зона нервов, которые находятся на верхних и нижних конечностях. На верхней конечности рассматриваются три нерва, это ульнарис, радиалис и медианус.
У каждого нерва имеется своя зона кожной иннервации, кожные дерматомы, и имеется зона мышц, которые иннервируют данный нерв. Например, локтевой нерв отвечает за ладонное сгибание, локтевой нерв, ульнарис, за ладонное сгибание кисти и пальцев, а радиалис, он же лучевой, он отвечает наоборот, за тыльное разгибание кисти и пальцев. Соответственно, он иннервирует латеральную поверхность предплечья, а локтевой нерв – внутреннюю поверхность предплечья. И можно отличить классически по расположению зоны гипостезии на пальцах руки. У ульнариса это будет 1,5 пальца со стороны 5-го пальца. Нервус радиалис – автономная зона, анатомическая табакерка. При поражении корешков спинного мозга на этом полосатом человеке показана зоны дерматомов, соответствующие не только с сегментом спинного мозга, но и спинномозговым корешкам. При сдавлении грыжи диска ли, травмой ли, метастазами ли корешков показана зона, в которой может пожаловаться пациент, что у него существует там боли, например, при сдавлении корешка S1, грыжа диска, которая находится между L5 и S1 позвонком, пациент будет жаловаться на лампасные боли или боли по задней поверхности ноги. В том случае, если пациент жалуется на боли в бедре, в области коленного сустава и внутренней поверхности голени, мы можем при осмотре пациента исследовать болевую чувствительность в данных дерматомах по сравнению с соседними L2, L3, L5, S1 дерматомах и определиться, что жалобы пациента совпадают с объективными данными L4 корешка, и корешки тоже точно так же относятся к заболеваниям периферической нервной системы. Все, что находится дальше альфа-мотонейрона, это является уже спинного мозга, называется периферической нервной системой. Также у этого пациента будет уменьшен коленный рефлекс на данной стороне, потому что коленный рефлекс образуется из L2, L3, L4 корешков. Большеберцовый нерв рассматривается на ноге, малоберцовый нерв. Чем он интересен? Потому что он очень часто поражается, и поэтическое название есть практически у каждого нерва, который чем-то себя зарекомендовал. Например, поражение нервус радиалис или висящая кисть, когда пациент не может поднять кисть вверх, тыльно ее разогнуть. Вот. Часто это случается при сдавлении нервуса радиалиса на уровне плеча, и это называется сонной болезнью, это называется в Америке болезнью скамеек, болезнью безработных, в России, в Советском Союзе это называлось болезнью после зарплатного дня, субботнего дня, когда пациенты получали зарплату, потребляли алкоголь и крепко засыпали, и не чувствовали, что нужно вынуть руку из-под головы, и сдавливалась болезнь после зарплаты, и, соответственно, получали синдром сдавления данного нерва, и на утро просыпались с висячей кистью. Французы называют поэтично болезнью молодоженов, тот же радиалис, потому что молодой супруг не хочет потревожить сон молодой жены и не убирают эту руку свою многострадальную на следующее утро, не убирают у нее из-под головы, а она ему передавливает, создает краш-синдром нерва, и, собственно, на утро супруг получает сонную болезнь, да,
не путать с эпидемическим энцефалитом Эконома. Там тоже называется сонная болезнь. Получает болезнь молодоженов, получает как раз вот такой подарок от брачной ночи с любимой супругой, если он не вынул голову у нее из-под руки. Вот. А для малоберцового нерва существует в России это болезнь сборщиков моркови. Для значит, европейских стран это болезнь сборщиков, вероятно, Голландия, сборщиков луковиц тюльпанов, когда долго на корточках будущие пациенты неврологов сидят, сдавливается значит, малоберцовый нерв и определенные артерии, и потом висящая кисть, соответственно, с продолжительным лечением. Межреберная невралгия – сложная тема, я буду ее разбирать только на практических занятиях. Хочу оговориться на лекции только одно, что единственной причиной классической является межреберная невралгия в зоне этого нерва, межреберная невралгия по причине герпеса зостер или перелома позвоночника метастазами. Других причин межреберной невралгии не бывает, она может быть связана с соматическими заболеваниями. Спондилогенные заболевания, которые я сегодня хотел начать, о стадии остеохондроза, рассмотреть рентгенограмму, мы будем уже рассматривать на следующей лекции. Вот, остеохондроз, поэтому я думаю, что мы с вами закончим сегодня заболевания периферической нервной системы. До свидания. Следующая лекция у вас 10 в четверг 16:00. Там продолжим. Вопросы письменно-устно. Периферическая нервная система. Напоминаю, ссылка на YouTube канал в чате у вас есть. В чате ссылка. И вы можете посмотреть первую сегодняшнюю лекцию или отправить ребятам. Эта лекция, как у меня завершится, я точно так же ее оставлю в YouTube-канале для возможного ознакомления. До свидания.